Всем привет, винтажники! Сегодня у меня в студии огромная коробка с лотом винтажных украшений, проделавшая путешествие длиною в целую эпоху. Давайте распакуем ее вместе и посмотрим, что нас ждет внутри. Пыльные безделушки из прошлого или настоящие сокровища. Приступаем к распаковке первой коробочки. Длинное колье с бусами, на ощупь это пластик, в такой патриотической цветовой триаде. Очень любят подобные украшения американские бренды. На вид и по состоянию это 60-е, 70-е года. Маркировки нет. Очень красивое колье, прекрасное состояние. Дальше. Также колье. Маркировка Лиза Фриде. Это американский бренд, он неизвестен на широкую аудиторию. И предположительно начало 2000-х или конец 90-х. Красивое колье с чернением, вставками из камней в идеальном состоянии. Прекрасная находка. Так, раз уж у нас сошла тема колье, то давайте посмотрим два варианта, которые у нас встречали нашу распаковку. Вот такое прекрасное колье-чокер с бусиной из металла и имитацией жемчуга. Застежечка работает, маркировки нет. И второе колье похожего плана. Есть небольшие сходы покрытия или потемнение, надо почистить и посмотреть, что с ним будет после чистки. Состояние хорошее. Дальше мне сразу попалось в глаза вот такой клип-дресс. Это зажим на платок. Можно его подцепить на краюшек воротника жакета. Очень хорошее состояние. Монтировочно 80-е. Серьги с матового металла. Маркировок нет. 80-е, может 90-е. Матированные листья. Присутствует заглушка на пье, но почему-то только одна. Но мне кажется, что это не на пье. Напоминает бренд Avon. В хорошем состоянии. Нужно их также почистить. Отличная находка. Дальше похожая находка у нас вот такие очаровательные серьги геометричной формы, погнутой. Нужно выровнять будет штифт. Также присутствует заглушка на пье. Маркировок других нет. Также прекрасная находка. Очень стильные серьги. Обожаю такие. Вот такие классные серьги. Под старину. Как будто бы вытертые. Состаренные. Состояние удовлетворительное. Нужно их хорошо почистить и посмотреть, что с ними будет после чистки. Достаточно стильные и крупные, но при этом легкие. Что ж, наш лот пока что очень радует красивыми находками. Давайте смотреть дальше. И опять серьги 70-е. Характерная для них яркая форма, цвета и геометричность. Эмаль присутствует. Черная и красная. Есть небольшие сходы покрытия, но это не критично. И также нужно будет чуть-чуть подровнять штифты. Также прекрасная находка в мою коллекцию. Так, пишите в комментариях, какие украшения вам нравятся. Очень красивый браслет с бусинами искусственного жемчуга и бусинами с покрытием Aurora Borealis. Похоже по своему дизайну на 60-е годы, но судя по застежке, это более современное украшение. Замочек классический, современный. И есть лейбла
Gold Cake. Его стоит поремонтировать и будет прекрасным дополнением в мою коллекцию. Так, вот такая красивая сережка. Достаточно легкая. Без маркировки. Пока что одна. Вот такие красивые серьги. Клипсы. Прижимной механизм надо поремонтировать и хорошенько их почистить. Такие грязненькие. Смотрим дальше. Я уже вижу две прекрасные сережки в виде ракушек. Обожаю эту тематику. Это также 70-е, 80-е года. Похоже на бренд Monet или на Pie. Давайте посмотрим, есть ли маркировка. Маркировки я не вижу, но в те года не все украшения маркировались. На заглушке маркировки нет. Состояние отличное. Я не вижу даже схода покрытия. Прекрасное. Надо почистить и привести их в красивое состояние. Так, тут у нас что-то необычное. Вау! Это кулон из такого античного золотого тона с красивой цепочкой. И давайте посмотрим, есть ли тут какая-то маркировка. Замочки маркировок нет. Замочек рабочий. Так, а что тут? Ага, а тут у нас открывающийся механизм с шариком внутри. Очень интересный кулон. Выглядит таким акцентным, похож на шкатулку с сюрпризами. Интересная находка. Мне однозначно нравится. Пишите в комментариях, как вам. Вот такие интересные клипсы. Это тоже 70-е. С характерной молнией и дизайном для 70-х годов. Надо их хорошенько почистить. Маркировок я не вижу. Хотя тут что-то есть. Давайте посмотрим поближе. На заглушке присутствует бренд Dama. Мне это ни о чем не говорит. И номер патента. Что-то очень интересное в нашей сегодняшней находке. Я не уверена, что эти серьги соответствуют этому бренду. Если вы знаете подобный бренд, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за бренд, в какие годы он существовал. Потому что на вид эти серьги принадлежат где-то к эпохе 70-х. Я вижу уже вот такие красные, прекрасные эмалированные серьги. Достаточно увесистые, что характерно для винтажных украшений. Предположительно, это эпоха с 60-х по 80-е. Очень красивая форма. Прекрасные находки у нас сегодня с вами, друзья. Я не знаю, как вам, а мне очень нравится. Следующим мне вытянулось вот это прекрасное колье. Оно достаточно тяжелое. Бусины из стекла в прекрасном состоянии. На застежке маркировки я не вижу. Отличная находка. Очень красивое и акцентное колье. Я вижу уже вот эти прекрасные серьги. Наверное, это где-то 80-е. Очень характерный для них дизайн. С кабошонами. Пластик. Маркировки нет. Акцентные винтажные серьги сейчас достаточно популярны и востребованы. Прекрасные находки в моей коллекции. Следующим мне попался вот этот браслет. Это чокер, друзья. Здесь, возможно, висела шильда с маркировкой. На данный момент она отсутствует. Очень красивые кристаллы. Похожие на стекло. С вставками, с круглыми такими шармами, с камнями. Такое красивое художественное стекло. Очень прекрасная находка. Эпохи, наверное, где-то 60-х, 70-х. Вот такая шикарная у нас сегодня с вами находка. Смотрим, я вижу пару сережек из металла золотого тона с небольшим сходом покрытия по центру, но оно практически и незаметно.
Очень красивая брошюровка, характерная для бренда Monet. О, это он и есть. Видите, как я угадала на глаз. После чистки они заиграют совершенно другим настроением. Обожаю украшения подобного плана. Они очень универсальные, подходят под большинство нарядов и не устаревают со временем. Дальше у нас вот такие красивые серьги. На вид старенький, натуральный камень. Маркировок я не вижу. Такая прекрасная пара. Для любителей натуральных камней это идеальный винтажный вариант. Очень милые, очень нежные серьги. Этот лот нас радует только шикарными находками. Посмотрите, как разнообразно и красиво. Я, честно говоря, в восторге. Дальше мне попалась вот такая пара сережек. Давайте их откроем и посмотрим поближе. Есть вставки с эмалью. Маркировок я не вижу. Ну, такие красивые, характерные для 80-х, 90-х серьги. Далее мне попался вот такой чокер. Давайте сразу посмотрим, есть ли маркировка. Маркировки я не вижу. Очень стильный чокер. Напоминает современные ювелирные изделия Cartier. Видите, такое утонченный и минималистичный вариант. И к нему я сразу вижу комплект. Вот такой браслетик. Прекрасно. У нас собрался целый набор, что очень неожиданно. Достаточно редко бывают такие находки. Так, тут что-то у нас... вот так. Дальше какие-то серьги. Это клипсы. Маркировки не вижу. С таким сатиновым стеклом. Нет, это пластик. Пластик, вставки из стекла. Вот этих кристаллов. Сатиновый пластик, состояние очень хорошее. Вот такие яркие и необыкновенные. Дальше у нас вот таких два варианта под античную старину. Видите, как красиво и художественно они состарены. Очень красивые необычные серьги. Маркировок я не вижу. Вот такой прекрасный художественный вариант в нашу коллекцию. Дальше кулон. Очень тяжелый. Из такого плотного металла. Интересной изогнутой формы. Характерен где-то для 70-х, 80-х. С такой вставкой под имитацию перламутра. Прекрасный экземпляр. Зажим под мех, скорее всего, потому что есть два вот таких острых зубчика. И здесь есть маркировка. Bleu Été. Made in France. Этот бренд создавал красивые зажимы для меха, платков и обуви в 50-е и 60-е годы. И очень часто использовал для своих изделий кристаллы Сваровски. Поэтому я вполне уверена, что здесь именно кристаллы Сваровски. И сохранились они в прекраснейшем состоянии. Вы только посмотрите на их блеск. И несмотря на их возраст, скорее всего, тут присутствует родиевое покрытие, сохранился этот зажим великолепно. Так, поехали дальше. Нас еще ждет множество красивых экземпляров, и сегодня мы должны успеть все с вами посмотреть. Итак, ох, какое нежное и прекрасное колье-чокер. Оно достаточно коротенькое. Давайте мы это немножко сдвинем и освободим нам место. Вот такое нежное, многоуровневая сборка. Оно при этом легкое. Вставки нежно-розовые из пластика, тонкий металл
И по центру, скорее всего, также пластиковые кристаллы. Хотя по переливанию похоже на стекло. Но оно достаточно легкое, поэтому мне сейчас трудно сказать, что у него внутри стоит. Очень-очень нежное колье. Скорее всего, тоже колье. Прекрасное многорядное колье. Имитация жемчуга. Очень легкая. С красивой брошированной цепью. И у нас есть лейбла. Вот такое интересное, нежное, красивое колье чокер. Серьги. Яркие, тяжелые, со вставками из камней. Маркировки не вижу. Поехали смотреть дальше. Так, тут зацепилось две сережки, но давайте посмотрим те, что попались первыми. Ориентировочно это 70-е. Очень характерный для них дизайн, потому что они достаточно яркие и акцентные. Маркировок нет. Вот такие клипсы с ангелочками, купидончиками. Маркировки нет, они достаточно легкие. Честно говоря, затрудняюсь сказать, к какому возрасту они примерно принадлежат, но я бы сослалась на 80-е, 90-е, может ближе к 2000-м. Вижу дальше вот такие серьги со вставками из эмали. Очень красивые, предположительно 70-е. Или 80-е, тоже без маркировки. Так, колье. Очень интересное колье. Матовые бусины, похожи на кварц, натуральный. Дальше у нас идут вставки из таких прямоугольных и квадратных кристалликов с Aurora Borealis покрытием. И вот такой интересный замочек, бочоночек. Достаточно старенький. Я предположу, что эти бусы относятся к 50-м годам, возможно. И выглядят они очень и очень нежно. Еще одни бусы, судя по всему. Очень акцентные и яркие. Вставки похожи на натуральные камни различных форм. Они достаточно тяжелые, металлические бусины и какие-то пластиковые бусины. Все колье собрано на пины. И вот так вот оно интересно выглядит. Еще у нас есть вот такие серьги с имитацией под натуральный камень. Маркировки я на них не вижу. Сделаны очень качественно, очень симпатичный вариант. Даже если это пластик, то это очень качественный пластик и выглядит максимально натурально. Мне нравится. Вот такие малышки. Красивые. Давайте посмотрим, есть ли на них маркировка. Маркировки нет. Ну, это где-то также 80-е, может 90-е. Очень красивый вариант, такой классический, подходит под абсолютно любую одежду и не теряет своей актуальности. Еще у нас есть один дресс-клип в хорошем состоянии, симпатичный. Так, клипсы. Опять ракушки в серебряном тоне. Маркировок нет. Состояние хорошее. Давайте посмотрим, что нас ждет здесь. Здесь колье абсолютно целое, достаточно старенькое на вид.
возможно, 40-е, 50-е. С красивым таким хвостиком на шейке, когда зацепляешь его. Трехрядное колье. Бусины похожи на стекло. Достаточно тяжелое и холодное. Камни все на месте. Маркировок я не вижу. Теперь вот такие серьги. Очень интересный стильный вариант. Достаточно современный на сегодняшний день. Серьги с двумя тонами, серебряным и золотым по центру. В прекраснейшем состоянии. Предположу, что это 80-е или середина 90-х. Они достаточно легкие, красивые и стильные. Подвес маркировок я не вижу. Так, и еще у нас тут есть два подвеса в серебряном тоне и с эмалью. Маркировок также я не вижу. И осталось всего пара предметов. Вот такой интересный яркий пин с эмалью и вот такая очень старая игла. Я бы даже сказала, что на вид она антикварная. Кристалл уже потемнел, но она достаточно легкая. Вот мы и распаковали этот огромный лот винтажных украшений. Посмотрите, сколько прекрасных экземпляров у нас сегодня получилось на обзоре. Я надеюсь, вам понравилось. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые распаковки. Я всех обнимаю. До скорых встреч. И впереди нас ждет еще множество красивых распаковок. Пока-пока!